Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю торт в современном стиле. Украшать я торт буду белково-заварным кремом, кремом на итальянской меренге. И покажу и расскажу, как сделать один из самых бюджетных видов декора. Декор из рисовой бумаги, так называемые рисовые паруса. И покажу, как их сделать даже без силиконового коврика, которые высохнут у нас буквально за час. Подробнейший мастер-класс, как сделать вот такие шары из кондитерской глазури, есть уже на моем канале, и ссылку на это подробное видео я оставлю в описании под данным видео. Итак, сейчас будем делать рисовые паруса. Здесь у меня кипяченая вода, и я развела в ней буквально каплю вот такого красного красителя, потому что цвет последующих рисовых украшений мне понадобится коралловый. Здесь рисовая бумага диаметром 22 сантиметра у меня. Я погружаю ее в кипяченую воду с красителем, для того, чтобы она стала пластичной. Делается это все совсем несложно и очень быстро. Она должна быть, конечно же, изначально у вас не потрескавшаяся, эта бумага. Она должна намокнуть до той степени, чтобы ее удобно было уже отжать и делать из нее различные складочки и формировать ее в том направлении, в котором вам просто нужно. Здесь я взяла пакет для заморозки продуктов, вырезала из него одну сторону и располагаю на ней уже тот парус, который мне нужен. Фольга здесь у меня обычная для запекания пищевых продуктов. Я кладу всю эту конструкцию на фольгу. Также я приспосабливаю туда вот такую деревянную шпажку, вкручиваю. И все, в принципе, один из парусов у меня уже готов. Сейчас я делаю все последующие. И несколько парусов я сделаю без шпажек. Вот смотрите, сейчас я формирую такой парус, это для низа, украшения низа торта, который у меня будет вот так вот склоняться немножко как бы вправо. Вот его нужно сразу так сделать, чтобы он у вас высох именно в том направлении, в котором вам нужно. Потом это сделать уже будет просто невозможно. Здесь у меня прошел час, я их сушила при температуре 50 градусов на обдуве. Противень, сразу говорю, можете брать обычный. Здесь видите, как хорошо уже все просохло. Я убираю пленочки сзади. И так я проделываю сейчас со всеми этими парусами. Буквально час, температура 50 градусов. Конечно же, все это будет зависеть от мощности вашей духовки. Видите, пленочки очень хорошо отстают от этой рисовой бумаги. И здесь, как я уже сказала, даже не нужен силиконовый коврик. Есть еще одно видео у меня на канале по рисовым парусам. Я также оставлю вам ссылочку в описании к данному видео. Здесь у меня обычный кондуриновый спрей на спиртовой основе, перламутровый он не серебристый, а именно перламутровый. Такие спреи продаются во всех кондитерских магазинах и на Amazon в Германии, также на eBay они продаются, то есть все это есть в наличии. Можно не покрывать этим спреем абсолютно, просто мне вот захотелось сделать такие перламутровые, чтобы основа была коралловая у этих парусов, а сверху, чтобы они были слегка перламутровые, вот такие. Паруса готовы. Теперь я сделаю им окантовочки золотым кондурином. Золотой кондурин я развела в водке. Здесь я специально взяла такую круглую кисточку, чтобы совсем небольшое количество кондурина у меня было нанесено на паруса, потому что мне не хотелось, чтобы вся эта уже у меня перламутровая основа была сильно забита золотом. Наношу там, где считаю нужным, буквально чуть-чуть совсем. И также складочки у парусов также слегка прокрашиваю кондурином. Увлекаться здесь не нужно, потому что можно просто как бы испортить
весь этот парус вот именно золотыми этими стрелками, а слегка так как бы намеками прорисовываем. И вот такие паруса у меня получаются. Это вот для низа торта, как раз таки без палочки, без шпажки. Торт я покрыла белково-заварным кремом. Беру обычный шпатель пластиковый. Когда мы выравниваем торт итальянской меренгой, белково-заварным кремом, мы пользуемся всегда водой. И поэтому верхний слой, он слегка такой у нас уже немножко разжиженный как бы. И бразильская техника и осуществляется благодаря именно разжиженному крему. Слой крема сверху должен быть не менее полусантиметра, иначе это все не получится просто. Такими волнообразными движениями снимаем вот этот слой крема. И край шпателя держим немножко вот так наискосок, чтобы у нас борозда такая шла. Делается это очень просто. Крем здесь белково-заварной я окрасила в этот же красный цвет, но буквально дотронулась зубочисткой до крема, когда его окрашивала. Итак, начинаю устанавливать украшения. На боковину торта я устанавливаю и смотрю, чтобы они хорошо держались друг за другом. Видите, хотела сначала снизу это сделать, но потом поняла то, что последующее украшение уже держаться не будет. Здесь нужно продумывать каждый шаг. Сразу говорю, что рисовые украшения из рисовой бумаги держатся великолепно на белково-заварном креме, на итальянской меренге. Они не растекаются, не портятся, они остаются в том же виде, в котором они у вас и были. Простоят сутки и двое суток на белковом креме, ничего с ними не будет. Устанавливаю теперь паруса со шпажками. Сразу устанавливаем те, что наклонены у нас были вправо, в правую сторону, те, что влево, естественно. И видите, вот торчит как бы вот. Сразу меняем его, пока у нас весь декор не установлен. Ставлю в том положении, в котором мне нужно. Вперед я устанавливаю вот такой парус, который у меня был без шпажки. Также устанавливаю туда пластиковый топпер. Такие топперы продаются на AliExpress, на Amazon и во всех кондитерских магазинах, как правило. И начинаю устанавливать шары. Шары из кондитерской глазури прекрасно держатся также на белково-заварном креме, на итальянской меренге. Я ничем их не фиксирую. То есть они никуда не расплываются, не растекаются. Сразу отвечаю на вопросы, которые будут задаваться в комментариях. Шары я покрывала также золотым кондурином. Посыпаю посыпкой, которая содержит у меня золотые элементы, и под перламутр опять же. Посыпаю также бока. Сразу говорю, что боковину торта, который украшен белково-заварным кремом, не нужно посыпать такими тяжелыми кондитерскими посыпками, потому что крем очень воздушный, просто могут сползать эти посыпки с легкого крема. Здесь я также изготовила шарики из мастики и покрыла их перламутровым кондурином. Дополняю все еще белой посыпкой. И в итоге вот такой торт у меня получился. Здесь я, как уже сказала, не использовала ни одной кондитерской насадки. Рисовые паруса изготавливаются по данной технологии очень быстро и несложно. Если вы еще пока не приспособились, как приготовить вот такие шары из кондитерской глазури, можно просто изготовить небольшие шарики из мастики, покрыть их слегка кондурином, можно даже не покрывать, и они тоже будут очень достойно смотреться на данном торте. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.
Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.